Приветствую, друзья! Это Shinobi, и сегодня я хочу презентовать вам обновленный функционал своего старого плагина. Загрузить его можно совершенно официально из интернет-магазина Chrome, и у него изменилось название. Ранее он назывался Star Citizen Export Helper, а теперь Star Citizen Angar Helper. Плагин предоставляет функционал как для обычных игроков, занимающихся менеджментом своего ангара или байбека, так и для торговцев, для которых было добавлено несколько очень полезных функций автоматизации. Например, функция автоматического расплава. Находясь на странице ангара, вы можете выбрать необходимое количество страниц для сканирования и нажать кнопку «Скан». Как только сканирование будет завершено, появится кнопка «Melt» и экспорт данных в JSON или CSV. Нажатием кнопки «Melt» вы откроете специальную таблицу, в которой можно выполнить расплав необходимых вам предметов. Это можно сделать как кликая по столбику «Melt», так и включив функцию простого выбора, после чего строки можно просто выбирать, кликая на них. Также отмечу, что сверху у вас есть фильтры и дополнительные кнопки, позволяющие лучше выбирать то, что вам необходимо. Нажав кнопку «Melt», вы должны согласиться с тем, что это будет необратимый процесс, и ввести пароль от своего аккаунта Star Citizen. Нажимаем «Melt», после чего ждем. Замечу, что данный плагин намеренно работает очень медленно с задержками, чтобы имитировать естественный процесс расплава и не создавать повышенную нагрузку на сайт RSI. При желании вы можете прервать процесс расплава прямо сейчас. Естественно, то, что было расплавлено, уже не вернуть. После этого вам станут доступны две кнопки снизу. Одна из них позволяет избавиться от тех предметов, которые были успешно расплавлены, а вторая — избавиться от тех предметов, которые невозможно расплавить. Например, если у них была 24-часовая блокировка. Вернемся в главное меню. Здесь также есть кнопка «Log», позволяющая оперировать данными из ангар-лога. При открытии таблицы будут загружены данные за последние 24 часа и 1 минуту. Думаю, торговцы понимают, что это позволяет им в один клик определить объем, на который они совершили дарений за последние 24 часа. В 24-часовом отчете вы увидите строку «Gifted» и напротив сумму, на которую были произведены дарения. При желании вы можете отсканировать определенное количество страниц лога, либо полный лог, и увидеть эту статистику уже в правом столбце статистики. За всю мою историю ангара у меня было несколько гифтов, поэтому постараюсь просканировать все и показать вам их для примера. И вот мы видим сумму, на которую я совершал дарение за всю историю своего ангара. 66 прецедентов на $422. Так как в логе разработчики постоянно добавляют новые типы структур данных, я вынес все, что невозможно распарсить, в строку Other. При необходимости вы можете также выгрузить весь свой лог в CSV или JSON. Как этим пользоваться, я покажу чуть позже. Переходим на страницу байбека. Помимо страницы, с которой нужно провести сканирование, и по какую, можно выбрать и размер страницы. Это позволит очень точно спозиционировать сканер. Нажимаем «Сканировать». Справа есть небольшая полоска, показывающая прогресс сканирования. Напоминаю, что плагин намеренно сканирует очень медленно, и на видео я многократно ускорил этот процесс. По завершении мы можем нажать «Выгрузить в CSV», ну или в JSON, если кому-то нужно. Теперь достаточно лишь импортировать данные в таблицы типа Google документов или Excel, и вы сможете сортировать, упорядочивать или делать с этими данными все, что вам нужно. Итак, я заканчиваю. Это были основные функции плагина после его обновления. Плагин распространяется совершенно бесплатно. Но если вам захочется меня отблагодарить, вы можете зайти в плагине во вкладочку «Автор» и посмотреть доступные варианты. Но лучше всего свяжитесь со мной в Дискорде. А это был Shinobi. Увидимся во Вселенной.